Привет, друзья! Готовим вкуснейшее творожное печенье с яблоком и корицей к чаю для самого вкусного, для самого прекрасного чаепития. Все ингредиенты простые, рецепт очень легкий, очень доступный. Досмотрите видео до конца. Кстати, все ингредиенты будут в описании под видео и в конце этого видео. Поставьте оценочки, подпишитесь на канал. Всем заранее большое спасибо! Рецепт легкий, простой, на подготовку идет не более 10 минут. К размягченному сливочному маслу я отправлю сахар. Сначала советую немного размешать все с помощью вилочки. После этого взбиваем все миксером около 2-3 минут. Миксер нам понадобится еще буквально чуть-чуть, но сначала мы отправим сюда одно яйцо и 1,5 столовые ложки сметаны. Взбиваем еще немного, тоже 2-3 минутки. Масса получается яркая, воздушная, желтенькая, как солнышко. К ней мы отправляем творог. Желательно, чтобы он был либо сухой, либо средней влажности. Если творог слишком мокрый, советую лишнюю жидкость отжать. Для этого рецепта я использую зернистый 5% творог и 15% сметану, которую можно спокойно заменить на менее жирный продукт, например, на греческий йогурт или на классический йогурт без добавок. В просеянную муку отправляю молотую корицу по вкусу, пол чайной ложечки разрыхлителя и щепоточку соли. Быстренько просеиваем ее в творожную массу. Тесто для печенья получается в меру густое. Чтобы оно было еще ароматнее и вкуснее, я натру сюда лимонную цедру. Натираю аккуратненько так, чтобы не задеть белый слой, иначе масса будет слегка горчить. Нам нужна только цедра, то есть только вот этот верхний желтенький ароматный слой лимона. Нам понадобится одно небольшое яблочко. После того, как вы его очистите от кожуры, от семян, то есть от семенной коробки, вес самой мякоти желательно, чтобы составлял не более 60-80 грамм. Нарезаю яблочко небольшими кубиками. Желательно, чтобы яблоко было слегка кисленькое. В готовом печенье контраст между кислым яблоком и сладким тестом доставит вам море удовольствия. Выкладываем тесто на пергамент на достаточно большом расстоянии друг от друга, потому что во время выпекания печенья станут плоскими, достаточно широкими, и если не оставить вот это расстояние, они просто слипнутся, просто склеятся. Из этого количества ингредиентов получается около 12 печеньев, то есть советую выпекать вам их на 2 противнях сразу, если вы хотите ускорить этот процесс. Выпекаем печенье около 20 минут при 200 градусах, затем даем ему остыть на решетке. То, что завораживает в этих печеньях, это их чудесный аромат. Если ваши соседи стучатся в дом, чтобы спросить, что вы печете, вы можете рассказать им, какие прекрасные печенья вы сегодня приготовили. Они очень нежные, очень мягкие внутри. Здесь и яблочки, такая нежная мякоть, нежное тесто. Печенье очень вкусное и готовится на самом деле невероятно легко. Крайне желательно, чтобы печенье остывало именно на решетке, потому что если вы его оставите в духовке на противне, оно продолжит готовиться и может в конце получиться пересушенным. Мы должны добиться следующего результата, то есть печенье должно быть хрустящим по краям и нежным, мягким внутри. Этого можно добиться только остыванием на решетке. Это займет немного, примерно 5-10 минут, и печенье получится просто вкуснейшее. Жду ваши впечатления об этом печенье в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Пеките, устраивайте замечательное вкуснейшее чаепитие. Увидимся скоро с новыми рецептами. Новые рецепты на нашем канале каждую неделю. Не пропускайте, нажмите на колокольчик. Всем добра и здоровья, пока-пока!